Итак, друзья мои, я уверена, что каждый из вас слышал такое выражение от другого человека. Может, от близкого, может, от своего преподавателя. Я умер и воскрес. Моя жизнь обнулилась, и я начал все с нуля. К чему эти слова? Возможно ли такое? И что происходит, когда обнуляется жизнь человека? В древние времена считалось, что если человек либо от какой-либо болезни погибает, или у него все время какие-то неудачи преследуют, он должен раздать свое имущество, обнулить себя полностью. Все отдать миру и просто с нуля, из ничего, создать по новой свою жизнь. Мы приходим в этот мир абсолютно голые. У нас ничего нет. Мы зависим всецело от наших родителей, от взрослых людей, которые рядом с нами. Мы бессильны что-либо менять, беспомощны. И мы начинаем с нуля нашу жизнь. Вот считается, что если человек уходит с этого мира или должен уйти, он должен обнулить свою жизнь и начать по новой. Вспомните историю жизни многих князей, царей, великих личностей, которые обещали на смертном одре отдать все свое, раздать все миру, лишь бы спастись. И они спасались. И начинали с нуля. И как ни странно, они за короткое время получали обратно все, что потеряли. Потому что навыки же не потеряны. Как бы ни было с нуля, они же не младенцы, они уже прошли определенный путь в своей жизни. Есть другой момент, когда человек ужасно не хочет жить. У него внутри нет жизни, нет желания жить. Я вам говорила, что постоянные выкрики «хочу умереть», «устала жить», «надоело все». Это все где-то слышится. Поэтому будьте осторожны со словами. Вот человек потерял все. Попал в аварию, машина в смятку. Невозможно восстановить. Большие долги, пришлось дом продать. И они вот с одним чемоданом, с детьми, с женой переехали в съемную квартиру и начинают с нуля. Спят на матрасах, просто начинают с нуля свою жизнь. И вторая жизнь, которую они начинают, намного лучше. Такое ощущение, и так и есть, что они просто откупились. Купили себе новую жизнь. Я как-то сняла целую лекцию, где объясняла, что не тратьте свою жизнь на борьбу за то, что вам не принадлежит. Некоторые женщины бьются за квартиру вот просто смертным боем. Нет, я не уйду, я вместе создавала, почему я должна уйти? И они тратят 10 лет, 15 лет своей жизни, стареют, борются с этим мужчиной. Он издевается над ними, приводит любовницу и так далее. Вот эти 10-15 лет, если бы эта женщина оставила это все и ушла с одним чемоданом и со своим ребенком, она за эти 10-15 лет создала бы 3 раза больше. Потому что у нее были бы спокойные нервы, у нее было бы внутреннее, знаете, умиротворение, гармония. Она бы поверила в себя, она бы оделась, накрасилась, начала ухаживать за собой, смотреть за собой, вышла бы на улицу, где-то встретила бы другого мужчину. Она давно бы уже устроила свою жизнь. Но она вот так вот вцепилась в это, не отдам и все. И она до последнего за это борется, пока у нее инсульт или инфаркт не случится. Дети растут в этом адском состоянии. У меня был такой случай, когда мать разделила дом на 2 части перед смертью и отдала своим детям.
И вот у них общий вход, не получается второй сделать дополнительный, чтобы они отдельно друг от друга вышли. И они последними словами, причем один брат хочет выкупить эту часть, а он ни в какую. Нет, я не отдам, я до последнего. Они с женой приходили ко мне давно. Я пыталась ему объяснить, что ваши дети растут в нездоровой обстановке. Каждый день мордобой, каждый день грязные слова. С утра до ночи. Невозможно там жить. Ну, отдайте вы ему эту часть, возьмите эти деньги, их достаточно купить маленький дом. Переезжайте туда, потом постепенно создадите свое еще больше. Ваши нервы будут спокойны. Откупитесь, купите себе новую жизнь. Нет, я ничего не сделаю. Вы знаете, чем это закончилось? Это закончилось тем, что ее ребенок, то есть их ребенок, стал припадочным. У него начались припадки, у него начались, ну, в общем, так он падал. Это не эпилепсия, это истерики, потом это переходит в невроз, это переходит в физиологию. Ребенок стал болезненным. Он сам сердечник. Его несколько раз возили в больницу. Одним словом, она устала, она взяла детей и ушла, он остался один в этом доме. До нее наконец-то дошло. Хочу вам сказать, что иногда обнуление жизни, как бы это вам ни было больно, иногда это обнуление нужно. Если вы теряете что-то, если вы потеряли квартиры, если вы потеряли машины, если вам пришлось продать золото и так далее. Да, прежде всего, где-то может ваша глупость, неосторожность, понятное дело. Но вот запомните, если вы соберетесь с мыслями и посчитайте, что вы купили себе новую жизнь этим, вы начнете совершенно другую жизнь и намного лучше. Был такой случай, когда один человек очень полный, он уважаемый врач, грузин, очень полный. Вот не мог похудеть человек. Он приучил свой желудок, растянул, он много ест. И он не мог никак похудеть. Уже доходило до 200 с чем-то килограмм, когда ему просто сказали, его же коллеги, что если он не остановится, если он не сможет что-нибудь с этим сделать, ему осталось пару месяцев жизни. И он расстроился, он решил пойти отвлечься в казино. Пошел и проиграл свой дом, который сам строил в Подмосковье, сам свой проект, все там своими руками сделал. Знаете, самый любимый дом, это который ты и сам делаешь с нуля. Он проигрался. Ему пришлось продать дом. И от этих нервов, на почве этой нервного состояния, он просто скинул до 70 килограмм, похудел. Он потерял дом. И для него это был очень страшный стресс. Но он сохранил свою жизнь. И он купил землю, построил еще раз дом. И говорит, я рад, что мой дом в руках хороших, добрых людей. Они любят, они берегут мой дом. Я не имею ничего против них. Одно время себя ругал, ненавидел. А потом я понял, почему так произошло. У меня забрали дом взамен на жизнь. Поэтому, дорогие друзья, не оглядывайтесь в прошлое. Вот мое золото. Украли, либо я заложила, не смогла выкупить. Либо дом пришлось продать, вот этот дом я любила и так далее. Вы отдали за свою жизнь, откупились. Вас должны были забрать, но забрали нечто ценное вместо вас. Теперь обнуление жизни. У народов Востока есть такая традиция, называется обмануть смерть. Когда отчаиваются люди, уже не знают, что делать, они закапывают человека в могилу, живого. Ну, естественно, там оставляют определенную форточку, чтобы он дышал. И он должен провести ночь в могиле. Начинают над ним песнопения там, и так далее, похоронные, которые в язычестве были приняты.
На следующий день он оттуда выходит и идет на выздоровление. Они говорят, обмануть смерть. Это определенный ритуал. Конечно же, ангелы смерти, как их называют, или духи смерти, да, их принято называть ангелами смерти на Востоке, потому что слово ангел – это не христианское слово, это означает духовная сущность, чтобы вы знали, или божество. Так вот, духи смерти, силы смерти, которые приходят, они, естественно, разумные, и они понимают, кто там и что там. Но есть определенные манипуляции, которые не поддаются объяснению. Вот я попытаюсь вам объяснить, но до конца я не объясню. Вот я читаю над пупочной грыжей ребенка, да, младенца, и она уходит. Я не знаю, как это объяснить. Да, слово, есть определенный сюрреализм, мы можем воздействовать, мы можем как-то попросить, через силы и духи мы можем изменить жизнь человека, судьбу. Вот примерно так я вам объясню. Но до конца нам это неведомо, к сожалению. Они приходят и видят, что человек уже умер, ушел. Вот тот человек, за которым они должны были прийти, его нет. И они уходят ни с чем. После этого человек идет на поправку. Обманули смерть. Теперь, есть такая традиция у христианских народов Востока и у мусульманских народов, кстати, тоже, да, это традиция. Если в семье все время рождаются мальчики и умирают, это означает, что род не должен продолжиться. Тогда они идут на хитрость. Они объявляют этого ребенка сыном вот этой семьи, находят вот себе родственную семью и говорят, вот это теперь ваш сын. Они принародно принимают этого ребенка и называют именем. Вот есть армяне, например, у которых исламские имена. И люди могут не понять, а почему так назвали. Его отдали в мусульманскую семью. Он растет у себя, у своих родителей, он их ребенок. Но официально перед лицом сил мироздания он признан сыном вот этих людей. И когда приходит сила смерти, у этих людей нет сына, кого забирать. То есть фактически, генетически он продолжает род. Но в мире духовном он уже не их сын. Он продолжает чужой род. Видите, какая хитрость. Они отдают чужую семью. И те признают его своим сыном. И они должны наречь. Вот они нарекают его тем именем, которым захотели. И эти родители не имеют права никак ослушаться. Ребенок остается в христианской вере. Он свой, он растет в своей семье. Но по сути, для тонкого мира он сын вот этих людей, которые его взяли. Вот к чему, например, христианская традиция крестный отец и крестная мать. Не задумывались? Почему после принятия христианства род начал ослабевать? Почему дети стали меньше уважать родителей, меньше почитать? Потому что официально вы объявляете, это не мой сын, это сын вот этого и этого, крестная мать и отец. Это их ребенок. Я здесь ни при чем. Отрезали от вашего рода. Но если там делают по необходимости, чтобы сохранить род, здесь делают насильно. Специально, понимая, что отрезая от рода, ослабевает род. Понимаете? Это реально работает, это реально действует. Кто-то в этом может верить, кто-то не... Но это работает. И практика показывает, что через тысячелетия мы получаем слабые роды. Пьющих людей, деградирующих людей, потому что отрывают от рода, и род больше не защищает. В тонком плане, вот у вас есть крестная мать и крестный отец, в тонком плане ваш род больше вас защищать не будет. Потому что вы не их, вас же отдали чужим людям. Вот пусть их род и защищает, но их род тоже не будет вас защищать, потому что он вас не знает. Вы не их единокровный. И человек остается между мирами. Без защиты совершенно. Абсолютно никем. Понимаете, в чем опасность? Это точно такой же ритуал, только он относится к более зловещим дебрям магии
И он отрезает человека от своего рода. Задумайтесь над этим, это не шутки. Это так выглядит просто церемония. Ну, господи, ну, сказали там, ну, почитал поп и пошли по домам. А все, в мире духов, в мире, в книге судьбы вы уже болтаетесь туда-сюда. Вы и там никто, и тут никто. Я рада, что все обстоятельства в моей жизни так сложились, что все-таки я крещение не приняла. Я просто счастлива. Только один раз друг моего отца предложил меня крестить. Там нет, я приду, а отец не хотел. Он тоже не крещенный, кстати. И бабушка, прабабушка моя не крещенная. Они вообще категорически не хотели этого. Но он собирался приехать меня покрестить, и у него нога сломалась. Он упал и сломал себе ногу в 2 местах. Лежал очень долго. То есть его не пустили. Чтобы ноги твоей тут не было, сказали ему. Так, хочу вам подарить очень сильную работу. Это очень опасная и очень сильная работа. Опасна для тех людей, которые влезут и сделают это необдуманно. Кому следует провести эту работу? Скажу сразу. Эту работу можно провести совместно с практиком. Он может вам помочь, быть рядом с вами, объяснить. Можно провести одному. Но только в том случае, когда в вашей жизни все настолько плохо, что безысходность. Если вы только из-за того, что поссорились с мужем, возьмете, проведете этот ритуал, он у вас не получится. Вы ничего не испортите. Я создала таким образом, чтобы хуже не было. Он у вас не получится, но силы надолго разозлятся на вас. И, может быть, больше не помогут во многих ситуациях. Поэтому задумайтесь. Это можно провести тем людям, которые абсолютно одиноки, они устали от своего одиночества своего и просто уже хотят скинуть старую жизнь. У вас старая жизнь уйдет. Уйдут многие знакомые, родные, близкие. Не умрут, а уйдут из вашей жизни. Те, которых вы считали своими близкими, на самом деле они к вам особых чувств не испытывали и использовали вас. Судьба будет убирать всех ненужных. Может уйти ваш муж из вашей жизни, который вам никакого толку от него нету, но вы не знаете, как от него избавиться. Или переживаете, или еще любите. Задумайтесь над этим. Это нужно делать людям, у которых абсолютная безысходность, у которых банки забирают дом, у которых все золото в ломбардах, у которых дети абсолютно отвернулись, не хотят знать, которым идти некуда, которые не могут найти себя в жизни. Найти не в том смысле, что не хотят работать и работу искать. Я надеюсь, что мне объяснять по новой, по полочкам не нужно. Это должны провести люди, у которых абсолютная безысходность в жизни. И подумайте, какая безысходность. Не в том, что Вася не позвонил в 3 часа, хотя обещал, а вообще безысходность. Вот некуда деваться. Нет сил жить, есть мысли о самоубийстве, есть мысли самые страшные. Вот только этим людям надо провести этот ритуал. В древние времена не было гробов, людей хоронили в саване, в белом саване. Вы должны купить себе саван, белую ткань. Цветы. Столько, сколько вам лет. Цветы, которые обычно уносят на могилу. Гвоздики, например. Тюльпаны. Хотя всякие уносят туда. Но в любом случае, цветы. Столько, сколько вам лет. Неважно, четное число, нет. Дальше. Свечи. Обычные восковые свечи. Столько, сколько вам лет. Вы должны подготовить алтарь. Перед этим вы не должны есть мясо целую неделю. Мясные продукты, рыбу, дальше яйца, абсолютно пост. Целую неделю. Этот ритуал
нельзя провести только в выходной день, потому что выходного дня не очень хорошая энергетика. Желательно вообще субботу тоже в субботу, воскресенье не проводить. Эти дни, они с такой энергетикой смешанной, а нужно, чтобы пространство было открытое и чистое. С 00:00 ночи, с полночь до 03:00. Вот в это время вы должны уложиться и провести этот ритуал. Стелите на алтарь черную ткань. Полукругом ставьте свечи и зажгите свечи. Поставьте вазу с цветами посреди этих свечей. Это у меня Зена там храпит внизу. Выключите свет везде. Обмотайтесь в этот саван и ложитесь на полу. Рядом можете ставить какую-нибудь свечу, чтобы видеть, что вы читаете. С телефона читать нельзя. Вам будет страшно. Но после этого у вас будет совершенно новая жизнь. Кто-то может спросить, а вот работа ведьм и прочее, прочее. Понимаете как? Новая жизнь в той сфере, в которой человек хочет. В сфере любви его не устраивает. Он одинок и хочет найти мужчину. Он найдет после этого мужчину. Ой, она найдет. Человек теряет дом, нет возможности выжить финансово, выживет. Вот эта проблема решится. Поэтому я вам объясняю. Вот смотря с какой проблемой вы обратитесь к силам и из-за какой проблемы вы проведете этот ритуал. Проблема решится. Много чего дополнительно еще решится в жизни, откроется. Если у человека проклятие рода, если у человека смерть, которую навели, если человеку закрыли все дороги, искусственно сделали, конечно же, это все снимает ведьма. Этот ритуал вам поможет убрать все то, к чему вы пришли из-за своих глупостей, из-за своих ошибок. К чему вы пришли, потому что не видите очевидного, не знаете, как поступить, не знаете, как поменять. То есть этот ритуал изменит то, что зависит от вас, и то, что вы натворили. Но если у вас проклятие рода и прочее, прочее, конечно же, таким ритуалом это не убрать. Это убирает только знающий человек. Но безысходность, мысли суицидальные может убрать как ведьма, как и данный ритуал. Призвать мужчину в жизнь может как ведьма, как и данный ритуал. Открыть дороги, чтобы финансы начали идти. Этот ритуал может вам помочь. Посмотреть по-другому на жизнь, на мир. Убрать ненужных людей из своей жизни. Если вас преследуют, хотят убить и так далее. Вот этот ритуал в таких случаях поможет. Просто объясняю, что это не панацея от всех бед. Но та проблема, с которой вы придете, она уйдет. Поставьте рядом большую свечу, может быть, и обмотайтесь и ложитесь. Вот так ложитесь минут 5-10. Расслабьтесь. Потом возьмите бумагу, которую положили рядом с собой. И начинайте читать. Столько раз, сколько вам лет. Да, это сложно. Вам придется некоторое время провести лежа, начитывая этот заговор. А потом встаете, берете этот саван. В течение 3 дней этот саван вы должны сжечь полностью где-нибудь. Найдите место, поезжайте в деревню кому-нибудь, к друзьям, на дачу. Вы должны в одной емкости это сжечь. Этот пепел посыпьте куда-нибудь, в какую-нибудь ткань, например. Не в одежду, в ткань нейтральную. Вы должны это захоронить.
подальше от дома. Все эти огарки свечей, которые вы потушите, вместе с этими цветами кладете сверху, как могильный вот этот вот холмик могильный. Кладете цветы и говорите слова, которые я вам скажу потом, в конце ролика. И уходите. Вам станет легко. Вам очень поможет. Этот ритуал еще поможет людям, у которых неизлечимая болезнь или хроническая. Она может уйти. Вот нацелено. Вы должны знать, для чего вы это проводите. Понимаете меня? Не просто, ой, как хорошо, такой интересный ритуал надо провести. Нет, нацелено. Ваша старая жизнь должна умереть. Но старая жизнь не полностью вся жизнь, а именно вот тот момент, который вас не устраивает. Он должен уйти, и вы должны обновиться. Это обновление. Во многих сферах может пойти обновление. Смотря у кого какая энергия, какая нацеленность, какой настрой и так далее. Понимаете, в таких ритуалах очень многое зависит и от человека, и от его ума, и от его восприятия мира и так далее. И каждый раз не объяснять. Читайте следующие слова. Я умерла и воскресла. Я воскресла для новой жизни. Как змея свою старую кожу снимает, так и я сняла с себя свою старую жизнь. Старая доля умерла, новая доля родилась. Вселенная, подари мне новую судьбу. Перепиши злую долю на новую. На добрую, извиняюсь. Уйдите, лихие звери, открывшие погибели двери. Вырыта яма. Не по мою душу. В ней лихую судьбу схороню. В ней злую долю закрою. Ты, земля-матушка, ты, небо-батюшка, призываю вас в свидетели. Освободителя Духа-Хранителя отправьте мне в сей час и освободите меня от моих мучений. Дайте мне новую судьбу. Печать богов будет мне ключом, открывающим дверь в новую жизнь. Истинно, слава богам. Я умерла и воскресла. Я воскресла для новой жизни. Как змея свою старую кожу снимает, так и я сняла с себя свою старую жизнь. Старая доля умерла, новая доля родилась. Вселенная, подари мне новую судьбу. Перепиши злую долю на добрую. Уйдите, лихие звери, открывшие погибели двери. Вырыта яма, не по мою душу, в ней лихую судьбу схороню, в ней злую долю закрою. Что-то нет. Слова сильные, немножко штормит от них. Ты, земля-матушка, ты, небо-батюшка, призываю вас в свидетели. Освободителя Духа-Хранителя отправьте мне в сей час. И освободите меня от моих мучений. Дайте мне новую судьбу. Печать богов будет мне ключом, открывающим двери в новую жизнь. Истинно, слава богам. Я умерла и воскресла. Я воскресла для новой жизни. Как змея свою старую кожу снимает, так и я сняла с себя свою старую жизнь. Старая доля умерла, новая доля родилась. Вселенная, подари мне новую судьбу, перепиши злую долю на добрую. Уйдите, лихие звери, открывшие погибели двери. Вырыта яма не по мою душу, в ней лихую судьбу схороню, в ней злую долю закрою. Ты, земля-матушка, ты, небо-батюшка, призываю вас в свидетели. Освободителя Духа-Хранителя отправьте мне сейчас и освободите меня от моих мучений. Дайте мне новую судьбу. Печать богов будет мне ключом, открывающим дверь в новую жизнь. Истинно, слава богам. Еще раз говорю, это можно провести вместе с практиком и можно самим. Объяснила, для чего, как и каким образом. Да, и напоследок.
вам нужно обязательно сжечь этот саван, подождать, пока догорят свечи, огарки свечей собрать. И в течение 3 дней вы должны это все завершить, захоронить это где-нибудь, закопать этот пепел. Положите сверху эти огарки свечей, положите цветы, как на могилу, и говорите: злую долю похоронила, помянула и забыла. Да будет так. Уходите без оглядки. Говорите 1 раз. После этого раздайте милостыню, либо оставьте где-нибудь определенную сумму денег. Не сильно большую, но и не очень маленькую. Ну, по нашим меркам, например, там 5-10 тысяч где-нибудь. Разложите там в магазине или где-нибудь в торговом центре, там, где могут увидеть и забрать. Вы просто откупаетесь, отдаете. Это не перекид кому-либо своей доли, нет. Это просто откуп миру. Ну вот как после похорон человека раздают сладости или еще что-нибудь, поминают. Вы помянули свою старую злую жизнь, чтобы получить новую. Не кидайте, сломя голову, совершать этот ритуал. Он очень серьезный. И если у вас в жизни нормально и есть какие-то мелкие проблемы, не нужно искушать судьбу и трогать этот ритуал, вообще подобные ритуалы. Только тем людям, у которых абсолютная безысходность. Или они просто умирают и не знают, что еще сделать для себя, чтобы как-то облегчить свою участь. Вот только этим людям. Всем удачи!